Привет, друзья! Подошло время обеденного выпуска последних новостей Европы и Германии. Что случилось за эти несколько последних часов? В Берлине прокомментировали позицию Госдепа Соединенных Штатов Америки. Канцлер Фридрих Мерц выразил несогласие с инициативами Вашингтона, которые касаются миграционной политики Германии. Тем временем внутри страны возник новый спор вокруг программы партии «Альтернатива для Германии» АФД. Сопредседатель Алис Вайдель представляет экономический курс, который вызывает озабоченность у экспертов и вызывает замечания в Брюсселе, и кое-какие формулировки в документе «Альтернатива для Германии» АФД заставляют задуматься, куда именно движется немецкая экономика. Одновременно обсуждают изменения в системе социальной помощи для беженцев. Правила Бюргергельд становятся более строгими, и для многих, особенно в крупных городах, это может привести к ощутимым трудностям, которые пока сложно полностью оценить. И еще в Гиссене отмечается повышенное внимание к происходящему. Я вам уже сегодня в утреннем выпуске новостей рассказывал, что город готовит огромный съезд молодежного крыла «Альтернатива для Германии» АФД. А вместе с ним будут проходить и заявленные протестные акции, временные ограничения и усиленные меры координации полиции из 14 федеральных земель. Но Европа сегодня тоже не остается в стороне. Европейский центральный банк сообщает о новых факторах риска для сбережений. И по оценкам банка ситуация выглядит более серьезно, чем прогнозировалось ранее. А в Германии из автомобильной индустрии приходит свежее заявление автоконцерна Audi о том, каким будет будущее бренда и какие изменения могут затронуть весь авторынок. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня Берлин выразил несогласие с позицией Государственного департамента США по вопросам миграционной политики Германии. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что миграционная политика, внимание, это дело исключительно Германии и Европы, и подчеркнул, нам не нужны предупреждения извне. Речь идет о недавней директиве, направленной американским дипломатам в Европе. В ней Соединенные Штаты Америки призывают зарубежных чиновников активно поддерживать ужесточение миграционных правил, а также оказывать давление на страны, где настроение в пользу более либеральной миграционной политики. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что подобные рекомендации затрагивают чувствительные вопросы, и отметил, что Германия продолжит самостоятельно выстраивать свою стратегию. По его словам, вместе с партнерами по ЕС страна работает над общей миграционной политикой, и любые внешние попытки вмешательства неприемлемы. Эта позиция показывает, что Берлин планирует и далее самостоятельно принимать решения по вопросам иммиграции, социальной поддержки и управления потоками въезда. Решение остается за самими европейцами, подчеркнул канцлер. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. Новая экономическая программа партии «Альтернатива для Германии» АФД вновь вызывает активное обсуждение. Сопредседатель партии Алис Вайдель заявляет, Германия стоит на пороге решающей экономической коррекции, и только существенное упрощение правил, по их мнению, может создать условия для экономического роста. Вайдель подчеркивает 3 ключевых пункта. Это снижение налогов для бизнеса, отказ от избыточных норм из Брюсселя и ужесточение миграционной политики, которая, по ее словам, давит на рынок труда и подрывает систему социальных выплат. В документе «Альтернативы для Германии» АФД прописано: никаких новых пенсионных нагрузок, никаких повышений взносов и никакого выхода на пенсию позже. Экономика не должна компенсировать ошибки политиков. По словам Алис Вайдель, малые предприятия тонут в регуляциях, а Евросоюз стал источником многочисленных регуляций, что напрямую отражается на немецком производстве. Особое внимание уделяется иммиграции. Альтернатива для Германии АФД предлагает существенные изменения и пересмотр системы притока рабочей силы. Алис Вайдель утверждает, неупорядоченные миграционные процессы, по ее словам, создают давление на рынок труда и повышают нагрузку на бюджет. Экономисты отмечают, такой курс может привести к дискуссиям с Европейским Союзом и повлиять на привлекательность инвестиций. Но альтернатива для Германии АФД уверяет, только политика немецкого приоритета способна вытащить страну из стагнации. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии продолжается реформирование социальной помощи. Получатели выплат Бюргергельд
теперь обязаны сами искать более дешевое жилье, если их нынешняя аренда считается слишком дорогой. Это значит, что если дом или квартира не укладываются в новые лимиты аренды, человек должен подыскивать другой вариант, иначе часть помощи может быть перераспределена. Эти перемены – это часть усилий нового правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца, который стремится оптимизировать бюджет и сокращает нагрузку на государство. По заявлению властей, требование к жилью – это попытка исключить злоупотребление и обеспечить более справедливое распределение средств. Но критики предупреждают, найти доступное и адекватное жилье, особенно в крупных городах, нелегкая задача. Для многих, в том числе тех, кто недавно прибыл и живет на пособие, требования могут стать непосильными. Это затронет тысячи людей, формируя вероятность роста числа ситуаций, связанных с поиском доступного жилья. Сторонники же изменений считают, такие меры справедливы по отношению к налогоплательщикам. Бюджет нужно экономить, а помощь направлять только тем, кто действительно в ней нуждается. Впрочем, социальные эксперты считают, что резкие изменения без гарантированного запаса доступного жилья приведут к серьезной социальной напряженности. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В городе Гиссен готовится крупное политическое событие – съезд молодежного крыла партии «Альтернатива для Германии». Организаторы ожидают участия около 50 тысяч человек, что привлекает внимание городских служб и общественных структур. Глава партии Алис Вагель заявила, что чувствует себя в безопасности и не ожидает никаких проблем. Однако на фоне большого потока участников съезда город готовится и к крупным общественным мероприятиям и сопутствующим организационным вопросам. Городские службы координируют ресурсы из 14 федеральных земель, включая технические средства наблюдения, транспорт и дополнительные патрули. Для участников съезда передвижение по городу будет ограничено, особенно на пути от вокзала до зала и от парковок к месту проведения мероприятий. Одновременно местные суды разрешили проведение контрдемонстраций, в том числе партии «Левые». Организаторы отдельных групп планируют создавать зоны присутствия у места проведения съезда и обсуждают различные формы выразительной гражданской активности. Власти сообщили, что порядок мероприятия будет регулироваться установленными нормами, включая правила по использованию аксессуаров и средств защиты. Таким образом, Гиссен становится центром значительного политического внимания. С одной стороны, массовый съезд молодежного крыла партии, с другой – это масштабные протестные акции, требующие особой подготовки со стороны полиции и городских служб. И это только начало. Европейский центральный банк ЕЦБ указывает на 3 новых фактора, которые могут повлиять на сбережения и инвестиции жителей Европы. Первый риск – это высокие цены на активы. Акции, облигации и недвижимость находятся на пике, и резкая корректировка может привести к снижению стоимости. Второй риск – это нестабильность банков и финансовой системы. Быстрые изменения на рынках, снижение ликвидности и сложности с кредитами увеличивают вероятность той нестабильности. Третий риск связан с экономическими и технологическими изменениями. Инфляция, рост процентных ставок и новые глобальные изменения могут повлиять на инвестиции менее предсказуемым образом. Чтобы защитить свое имущество, эксперты советуют диверсифицировать вложения и использовать биржевые фонды, которые распределяют деньги между разными активами и регионами. Это снижает риск потери, если какой-то сектор окажется под давлением. ЕЦБ подчеркивает, в нынешней экономической ситуации важно не гоняться за высокой доходностью, а строить надежный и сбалансированный инвестиционный портфель. А дальше еще важная новость. Генеральный директор Audi Гернат Дёлингнер заявил, будущее компании уже не за машинами с двигателями внутреннего сгорания, а именно за электромобилями и гибридными моделями. По его словам, потенциал роста бренда постепенно смещается в сторону электрических технологий. Audi пока не ставит жестких сроков для отказа от бензиновых и дизельных двигателей. Выпуск таких машин будет продолжаться там, где есть спрос. Одновременно компания активно расширяет линейку электрокаров и гибридов, готовя почву для массового перехода на альтернативные приводы. По планам Audi, к концу 2025 года бренд представит, внимание, более 20 новых моделей, большинство из которых будут с электрическим или гибридным приводом. Это часть глобальной стратегии сохранения конкурентоспособности на разных рынках
и плавного перехода клиентов на экологические технологии. Дёльнер подчеркнул, компания действует гибко, учитывая потребности клиентов, но электромобили – это приоритет будущего. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.